Привет, друзья! Я вам обещала рассказать о моей русско-испанской свадьбе, как мы смогли совместить испанские традиции и русские традиции. И почему нам на следующий день официанты говорили, что они хотели бы такую же свадьбу. Ну что, поехали разбираться! Если вы не смотрели мое видео о том, как отличается испанская и русская свадьба, посмотрите его обязательно, либо до, либо после этого видео. А сейчас я хочу начать с проблем, которые вообще поджидают любых молодоженов в Испании. Конечно же, нужно вначале выбрать церковь и кафе, но если у вас регистрация в церкви, у нас была гражданская, поэтому нам только кафе. И второй момент – это испанский сервер. То есть нужно было найти кучу разных мастеров, от парикмахера до дизайнера, до цветочного отдела, где вообще все купить, и чтобы было все красиво и с качеством. Вы как знаете, то, что тут даже дорогой испанский сервис не гарантирует тебе качество, к которому мы привыкли. Поэтому это было очень сложно. Сейчас я по порядку расскажу обо всем этом. Итак, мы вообще вначале расписались с мужем еще зимой, в январе, но решили праздник для всех устроить в июне, чтобы когда могли приехать мои родственники и друзья, хотя на самом деле приехало не так много, сколько могло, то есть всего 10 человек. То есть основная масса у нас гостей, это было с испанской, конечно же, стороны. И поэтому мы решили вообще свадьбу нашу устроить в небольшом Пуэбло мужа, это город Аламеда, он совсем недалеко находится от Малаги, 80 километров, и как-то про него уже делала небольшое видео в связи с рок-фестивалем, если вы не смотрели. Это достаточно симпатичный городок, который знаменит разбойником Бандолеро, Хосе Мария Темпрании. И как раз мы выбирали между двумя кафе. Один, который называется Посадо Эль Темпранию, как раз связано название именно с этим Бандолеро. Это такой здоровый особняк, который раньше вообще они стояли при дорогах, то есть которые путешественники по Испании, ну это раньше, когда там разъезжали на каретах, на лошадях, в этих посадах они останавливались, то есть там был и отель, также там, естественно, был и ресторан, то есть это такое небольшое заведение. И сейчас он также существует как и отель, так же, как и большая площадка для различных торжеств, то есть, может быть, свадьбы, коммунионы, ну, различные праздники. И достаточно там большое пространство. Я помню, когда мы туда зашли, и нас туда хозяин спросил, типа, сколько будет гостей на свадьбе. Мы такие начали, ну, там, 100, может, 100 с небольшим. И он такой, я думал, 200-300. И я просто была в шоке, какие 200-300. На самом деле у нас тоже уже список, когда мы собирали, у нас было порядка, уже мама там написала 150 гостей. Я думаю, какое количество просто нереальное. Там уже звали и ближайших соседей с улицы. Ну, не всех подряд, конечно, но тех, которым хорошо общались, они то есть, все время вместе жили. Или тех людей, тут есть такая договоренность, если ты был на свадьбе у кого-то, то ты должен тоже так же как бы пригласить, такое внегласное правило, того человека, которого ты был на свадьбе. Не все так делают, но такое есть, особенно в небольших городках Пуэбло. И в результате мы выбрали другое кафе, Кандида. Если, кстати, вы будете в этом Пуэбло или мимо проезжать, это просто очень советую заехать в этот ресторан. Там очень вкусно, красивая подача, всегда все свежее, просто одно из лучших кафе за все время, которое я пробовала вообще в Испании. Очень-очень классно, реально. И когда мы побыли вот в этом кафе, в Кандида, то есть мы сравнили эти два кафе, оказалось то, что в Кандида на самом деле вкуснее готовят всегда, но там размер меньше. И это даже мне оказалось большим плюсом, когда мы выбрали это кафе, то, что мы не могли больше 100 гостей пригласить. Я думаю, какое счастье. То есть мы всех вот таких, которые совсем не наши ни родственники, ни друзья, всех отсекли, и обязательно у нас на свадьбе было всего 90 человек. Я была этому рада, хотя я не могу сказать, что это супер мало, но это было прям вообще оптимально для испанской свадьбы, это совсем немного. То есть тут, ну, типично в Андалусии 200 человек, это совсем немного. Бывает и больше свадьбы. И в чем плюс еще этого кафе, то, что когда мы обсуждали, то, что если в Темпрании, там они сами делают дизайн, может тебе не понравится, то есть там ты не можешь ничего менять. А в Кандиде там очень хороший хозяин, хорошие официанты, то есть вообще с ними легко идти на контакт. И мы вообще договорились, что мы могли что угодно делать с дизайном помещения, то есть как мы хотим, перестроить, там, что сделать там, с дизайном бутылок вина и так далее. То есть они нам вообще давали полную свободу. Это было реально классно. То есть плюс хорошая еда, то есть то, что ты хочешь делать, просто замечательно. Поэтому мы с этим выбором прям быстро определились, с кафе проблем не было. А теперь перейду к самым острым вопросам, что касается организации свадьбы в Испании и как мы это сделали. Что нет на свадьбе в Испании, так это тамады, ну или какого-то ведущего, как мы привыкли. А для меня это было одним из главных условий организации праздника. Я хотела какого-то человека, который бы заведовал всем праздником и его вел. Я не хотела, как обычно у испанцев, все приходят и просто едят, и общаются только за своим столом. Это мне стоило больших усилий. Я помню, тогда искала по интернету, каким-то образом нашла
прекрасного парня белорусского, причем он жил, насколько я помню, либо в Аликанте, либо под Аликанте, и у него еще была девушка-переводчица на испанский, и также при нем был диджей. Это просто было 3 в одном, было вообще классно, как я его нашла. Конечно, мы с ним до вообще самой свадьбы не встречались, но мне повезло, то есть, что мы все так онлайн общались, и все прошло замечательно, хотя я на самом деле многое не знала, что именно будет. То есть я сказала свои пожелания, он меня все спросил, там, ну, то есть как именно все пройдет, и плюс еще к тому, что этот ведущий, он еще был и саксофонистом, то есть это еще был дополнительный плюс. Ну, я люблю саксофон, вообще, ну, классная такая музыкальная пауза для всех, всем. И вообще вначале мы искали в самом Пуэбло Аламеде, тут есть, конечно же, диджеи свои, мы спрашивали там одного парня, который тут этим прям занимается хорошо. И в чем заключается испанский сервер? Вот я вам, например, сейчас расскажу. Мы общались с этим парнем, попросили его, там, сколько там часов, сколько это будет стоить, там, свободен ли он в этот день, который мы планируем. Мы там с ним один раз пообщались, от него ни звонка, проходит неделя, молчание. Потом, по-моему, мы ему еще опять написали, позвонили, нам опять молчание. То есть мы так от него ничего не получили. В результате, то есть я уже в этот момент нашла как раз тамаду белорусского парня. И, то есть, у меня это отпало. То есть, вот так сервис, то есть, нужно за человеком бегать. То есть, не он за тебя, то, что ему нужно получить деньги. То есть, ты должен бегать за всеми людьми. Точно так же у нас получилось с фотографом. Ну, не совсем так. Там с фотографом намного проще было, потому что это был знакомый сестры моего мужа, то есть она занималась фотографией, и фотографа мы нашли достаточно быстро. Но с ним общение тоже, мы как бы договорились все, но потом как бы вот такое общение, что он нам звонил, спрашивал, то есть такого нет. То есть если ты хочешь что-то добиться, то есть ты должен названивать, звонить, узнавать, то есть вот такого порядка ты не узнаешь, какой там будет план, то есть в каком-то таком непонятном находишься состоянии, ты не знаешь, что будет. В принципе, просто мы в этом человеке были уверены, так как это знакомый, но вот вообще в целом, если бы я его не знала, то есть я не знаю, как что будет проходить, то есть как договорились, то есть там оставалось там немного времени, то есть, ну, много таких неясностей каких-то, и это касалось не только этого. Также у нас касалось, я помню, мы выясняли насчет торта, выясняли насчет цветов. Кстати, вот единственный, наверное, момент именно из испанцев, всех, с кем мы общались, в плане услуг, вот именно с цветами нам повезло то, что реально эта девушка, с которой я общалась, она была тоже именно тут в Пуэбло, решили, чтобы не из Малаки не везти, то есть все, что близко было. У нее цветочный магазин, и она реально сама была инициатором, то есть она мне все время звонила, она мне присылала варианты там букетов, там, ну и разные, там, то есть когда я просила ее про декорации, то есть с ней мы хорошо общались, и она все время сразу все активно, быстро отвечала и сама присылала. То есть вот с ней у меня не было никаких проблем, наверное, единственный человек, с которым вообще из всех. Поэтому, когда я увидела вообще, в принципе, как происходит, я тогда жила только первый год в Испании, как тут вообще происходит сервис, и причем еще, когда смотришь там на дизайн и подходишь, там смотришь, там что-нибудь там, может, не знаю, тебе не нравится, как они украшают, либо тебе не нравится, ну, не знаю, может быть, неровно поставили, там, неровно приклеили, там, может быть, не прогладили, или еще что-то, какие-то такие моменты, мелочи, ты это замечаешь, испанцы этого не замечают. И я когда вот это все увидела, я задумалась над тем, чтобы часть украшений сделать своими силами. То есть я своими силами, там плюс мне еще подруга помогала, ну, там муж, конечно же. То есть мы часть закупались там в магазинах различных, там по декорациям, там Алиэкспресс, это вообще всемогущий магазин, мне кажется, для всех, кто оттуда, там, то есть я прям очень много чего заказывала. То есть мы сделали того, что нет в Испании. У них стол для молодоженов они не украшают, как у нас, то есть не бывает обычно сзади каких-то, не знаю, плакатов или какое-то такое выделение особенно, то есть обычный стол, там может быть побольше цветов, он отдельно, да, стоит, он более широкий, там длинный, другого формата, но в целом он не сильно выделяется от обычных столов, то есть, а мы хотели сделать, то есть именно как в России это происходит, чтобы это был именно стол молодоженов. Мы даже решили сделать также 2 бутылки шампанского, как у нас принято, и... Ну и плюс украшения. И в целом вообще я решила делать вообще свадьбу в стиле путешествий, как мы любим путешествовать, и у меня вся эта тема сквозила везде. И благодаря, то есть, моим подругам помощи, мы вот буквально в ночь перед свадьбой мы украшали наше кафе, мы украшали все там стулья цветами, украсили свадебный стол, также... предоставили, мы сделали, чтобы все бутылки, то есть на всех столах все бутылки с вином были со своей этикеткой, этикетка там в стиле путешествий,
мы это все отдали официантам, то есть они все сами это уже наклеили, потом расставили, это не было никаких проблем. И я помню то, что когда мы украшали это здание, так получается, то, что это кафе, оно как бы состоит из 2 залов, другой поменьше еще там был зал, и в нем это, на следующий день, так же, как у меня свадьба, проходил еще коммунион, то есть первое причастие у детей. И в тот момент, когда мы украшали, там еще украшали девушки, которые занимались именно организацией коммуниона. И они все время нас посмотрели, что мы делали, потому что это было не совсем похоже, как украшают испанцы. Ну, отличалось. Тем более, вообще, как бы не специализированная какая-то студия, то есть мы сами, все родственники, там нам ставили, украшали, ставили плакаты, много различных вещей. И в результате мы как сделали, разделили то, что именно декорации самой кафе делали мы сами, а декорацию там, где у нас проходила церемония, ну, она такая, конечно, фиктивная, символическая, уже делала та девушка, которая цветочного отдела. В принципе, она все симпатично сделала. Мы выбрали очень красивый испанский особняк, так как у нас тут есть знакомые. Тут есть такой особняк, такой в классическом андалузском стиле, на горе. Всем очень понравилось, особенно и моим друзьям из России, которые не видели. Это было прям реально в испанском стиле. Но в сам день я этого не помнила, но когда мне потом подруга сказала, говорит, смотри, то есть она нам когда делала арку свадебную, эта девушка, она даже была не поглажена. Я этого не заметила, но то есть вот такие моменты. И когда в кафе тоже пришли, у меня подруга тоже перфекционист, она говорит, мы делали такие цветы в виде, точнее, мы делали корзинки, и они были как воздушные шары, то есть в стиле воздушных шаров, то, что как путешествие. И некоторые эти воздушные шары девушка тоже не подвесила уже в самом нашем кафе. У меня там подруга уже быстро, пока мы еще не приехали, все это расставляла, ставила. То есть, я говорю, просто отношения разные. То есть, испанцы бы этого не заметили, а мы как-то на этом обращаем внимание. Я считаю, что я человек достаточно позитивный, и часто, тем более, такие мелочи, я не буду обращать, конечно же, внимание и испортить себе настроение, но все равно хочется, естественно, когда готовишься, чтобы было все красиво и со вкусом. Как вы считаете? Вообще замечали особенность испанского сервиса? Тоже поделитесь своими историями, как у вас вообще с ним отношения. Что еще хочу отметить, что все, что касается свадьбы, все аксессуары, я не знаю, цветы, вообще все украшения, вообще все, что касается именно словом свадьба, то есть бода на испанском, это все стоит втридорого. То есть если обычный букет цветов стоит, к примеру, 20 евро, то свадебный минимум 60, то начинается, может быть, даже от 100 евро свадебный букет. Сейчас даже уже не знаю цены сейчас возросли вообще на все. Это я говорю на момент уже еще 2019 года. И у нас еще был такой прикол, то есть когда мы составляли список гостей, даже не список, а когда уже расставляли их, распределяли под стола, то есть я тоже делала громаднейший плакат красивый со всем распределением, чтобы потом люди могли найти, куда им садиться. Я первый раз узнала многие имена полные, то есть у нас у части друзей я знаю только имена по прозвищам, то есть и всю жизнь их все называют по прозвищам. И когда мы писали списки, я узнала их настоящее полное имя. Это было, конечно, очень смешно. И так как у мужа огромное количество родных братьев и сестер, то, соответственно, у них уже и дети, и огромное количество родственников. И буквально вот еще до свадьбы, я помню, мы проезжали там по многим домам, я знакомилась со всеми. И когда пишешь потом гостей, там то, что было очень интересно, там пишешь, к примеру, мама, папа, там Педро и Мария. И дети, например, у них дочка и сын, и они тоже Педро и Мария. И я думаю, да, не запутаешься. Причем этих там Педро или там Франциско, их очень много, там они еще повторялись имена. Было, конечно, смешно это все заполнять, такие вот моменты веселые. Ну а теперь я хочу рассказать про то, как проходил сам день свадьбы и как мы совместили именно традиции, что у нас получилось. Свадьба в Испании состоит из 2 частей, то есть первая часть — это церемония, либо это может быть в церкви, либо, как у нас, такая символическая, то есть как гражданская, и потом кафе. Причем вначале в кафе там тоже делится на 2 части, вначале фуршет небольшой, то есть гости пока ждут молодоженов, а потом уже все заходят в кафе. И у нас первая часть церемонии, она проходила в Кортихо, это традиционный андалузский особняк, очень красивый, на горе. Но, в принципе, сама церемония, мне кажется, она сейчас такие выездные церемонии, сейчас уже везде во всем мире, в России тоже давно тоже, также все проводят очень часто на свежем воздухе выездные. В целом не сильно отличие, только то, что интерьер именно чисто испанский, андалузский, а так похоже. И то, что у нас именно саму церемонию у нас вел наш друг, мы вместе там он писал текст, это было, конечно, более трогательно, если был бы чужой человек. И прошло, все классно, потом мы там пофоткались, и гости уехали уже в кафе.
То есть я считаю, что это первая часть, она такая более испанская. И еще то, что у испанцев принято, когда церемония заканчивается, они обсыпают молодоженов рисом. Я этого не хотела, потому что рис может куда угодно попасть, может испачкать костюм, к примеру, там у мужа у него был черный фрак, и мы решили сделать это лепестками роз. Ну, это как-то более безопасно. И так получилось то, что гости, когда уехали на фуршет, то есть пока они нас ждали, и как раз, получается, они первый раз столкнулись с ведущим, ну и с его командой, у ведущего был тоже шок. Мне кажется, он не работал с такой большой компанией, именно чисто потому, что больше испанская, то есть, возможно, у него там были более русские свадьбы, и то есть они не хотели слушаться испанцы. В этом была проблема. Я помню, начала помогать моя подруга ему, то есть они начали всех испанцев строить. Сейчас вот, то есть молодожены приедут, вы сейчас запустите типа самолетики, и потом, то есть мы зайдем, и потом будут уже там они конкурсы, не знаю, как они объясняли, просто испанцы, конечно, не сразу еще все это сразу поняли, не все, друзья быстрее, а вот такое пожилое поколение потяжелее. А дальше, когда мы приехали, как начинается свадьба у испанцев, то есть молодожен заходит в зал, обычно, ну, либо сидят, либо все встают, там хлопают, и когда они подходят к своему столу, они выпивают бокал шампанского, ну, так принято. В России вроде такого я не помню. По крайней мере, так я не встречала. На тех свадьбах, сколько я была, не встречала такого. То есть это мы решили это оставить испанскую традицию, ничего не плохого. И плюс у нас еще друг, который занимается музыкой, он играл на пианино, когда мы входили, это было тоже очень красиво. И дальше, когда мы уже сели, то есть предполагалось, что уже тамада будет организовывать, ну, все столы, все играть, и он реально начал. У нас друзья сразу, я видела, что стали подключить, у нас каждый стол имел свое название, название, причем связанное с каким-то городом иностранным, там мог быть Мельбурн, я не знаю, Сан-Франциско, Нью-Йорк, я уже не помню все названия, которые я придумывала, было у каждого города, там с разной страны название, там, мне кажется, и Индия была, каких стран мы только не брали. И, то есть, начали уже играть, там, представили каждую свою страну, там многие, в принципе, там не нужно было никуда выходить, он как-то организовал так, то, что это было комфортно сидеть и всем там отвечать, он как-то всех задействовал, и постепенно все испанцы, то есть, я заметила, что все столы начали включаться в эту игру, они к этому не привыкли, они обычно привыкли что? Вот мы зашли в стол и начали есть, и сок за своим столом, и не обращать внимания ни на кого. То есть у них такого нету, то есть они не знают, что это такое, что такое вообще возможно. Какие-то конкурсы, какой-то ведущий, что это. То есть обычно только музыка играет, все едят, пока не закончится весь период еды. То есть первое, второе, десерт, и потом уже танцы. Поэтому для них это было, конечно же, необычно. А моих друзей я предупреждала, что тут не как в России, приносят еду. То есть мы принесли, к примеру, тебе вначале закуски, там, салат, ты можешь даже не закончить, или там ты отошел, ты не закончишь, если у них уже по времени то, что нужно приносить горячее, они приходят, забирают твою тарелку и приносят новую, то есть там стол не ломится, то есть все время постоянно все это уносят. А у меня друзья любят там танцевать, то есть они бывают там, некоторые, я знаю, что потом мне говорили, то, что ой, мы это не доели, мы таки только убежали потанцевать, у нас тарелку унесли из-под носа, то есть вот такие были моменты. Причем меню я тоже делала потому что нужно было переводить с испанского на русский, то есть у нас было меню и на русском, и на испанском, то есть чтобы для всех было удобно. И плюс еще особенность, в чем была именно наша русская, то, что обычно на столах у испанцев стоят только бутылки вина, вода, ну, могут еще пиво приносить, но нет никаких крепко алкогольных напитков. Мы на стол, где у меня были русские друзья, ну, там был смешанный стол, там русские тоже сидели, мы поставили, мне кажется, бутылку либо коньяка, либо рома, я уже не помню, какого-то крепкого алкогольного напитка. У испанцев это обычно пьется уже после того, как уже все, десерты закончились, начались танцы, только тогда они пьют крепкие или какие-то другие коктейли, ликеры, до этого только вино или там пиво. Еще что принято у испанцев, что они, допустим, часто очень молодожены ходят по столам и собирают подарки, ну, там, неважно, деньги, или подарки, то есть ходят со всеми здороваться, и я сразу, когда представила, говорю, я буду ходить по всем столам, говорю, ну, это как-то вообще как-то очень странно. И у нас, в принципе, достаточно прошло это комфортно, никого мы не заставляли там выходить, там, как в России, что там один, другой тоже, это тоже мне, в принципе, не нравится, когда часами стоят молодожены и слушают час, или пока все гости не выйдут там перед ними, там не поздравят, там не скажут свои стихи. Это было в плане экспромта, то есть кто хотел, там то сестра, то мои друзья какие-то подходили там в какой-то момент. Даже испанцы к нам, я помню, это, насколько я помню, двоюродный, да, брат Антонио, подошли, у них дочка очень классно поет, прям шикарный голос.
Они к нам подошли перед столом и спели. Это было вообще супер, супер. И так, в основном, в принципе, именно в плане подарков, то, что все дарили деньги в конвертах, все подходили так в течение дня, либо потом, кто уже когда уходил, обычно подходит и отдает конверт. То есть это было комфортно, никого не напрягало, и как бы такое совместили. И плюс, что мы добавили еще именно из русских, как бы, таких традиций, я считаю, мы оставили там танцы с папами, то есть, как обычно бывают. Также зажигали свечи домашнего очага, что мы сделали. Также я кидала букет. Здесь это по-разному. Кто-то кидает, кто-то не кидает. Вообще считается американской традицией, но я была на испанской свадьбе, где и кидали, есть где не кидают, то есть это как кому идет. Но был также прикол именно от испанцев, то, что мне нравится, они в конце тоже вот праздника, ну не совсем в конце праздника, но имею в виду, когда уже, в принципе, еда закончилась, они разрезают галстук у жениха и его продают. Ну, там раздают там, за какие-то копейки. И у невесты они разрезают подвязку и тоже ее там на части, на клочки, и тоже продают. Это, как, в принципе, наш аналог, наверное, продажи торта. Торт мы не продавали, мы его только так разрезали для фото, и все. Так что десерты были у всех. И еще особенность, то, что когда обычно все заканчивается, то есть после десертов, то, что напитки обычно только всякие какие-то коктейли, либо крепко алкогольные, обычно вино уже не ставят в этот момент. То есть вот такая какая-то логика странная. Я говорю, а если я хочу весь вечер пить только вино? То есть мы доплачивали, чтобы у нас вино оставалось точно так же, чтобы был выбор, кто что хотел, тот то и пил. Вот такие странности в еде, чем отличие, то есть в этом нужно быть готовым, потому что тоже, да, столы, то есть они не ломятся, то есть все время постоянно происходит обмен еды, когда заканчивается, все убирают столы, и такого нет, что у нас весь вечер ты можешь подойти в любой момент и есть когда хочешь, то есть, ну, ты сейчас не доел, потом захотел. Я это, конечно, до сих пор не понимаю, то есть ты вначале сидишь 3-4 часа, объедаешься, может, даже ты не хочешь, а потом ты начинаешь танцевать. Нет, чтобы как бы немножко размерить это, вот, не знаю, какими-нибудь конкурсами, танцами, да, мы там делали тоже конкурсы, они там у нас рисовали закрытыми глазами, и им просто безумно понравилось. Я просто так понимаю, что многие никогда этого в жизни не видели, никогда не видели этих конкурсов, то есть никогда в таком не участвовали, и им было классно. Хотя они спокойно могут и без этого прожить, то есть если нет, для них не скучно. Это для меня, когда я прихожу на испанскую свадьбу, я такая думаю, ну, ладно, когда это все закончится, либо хотя бы до танцев дойдем, да, то есть, ну, ничего не происходит, никакого ведущего, как-то сидим, ну, как-то не очень, я до сих пор к этому не привыкла. Поэтому для меня главным условием было ведущий. Я рада, что я это осуществила. Также, так как у меня была смешанная свадьба, естественно, я хотела сделать комфортным, чтобы было всем, и испанцам, и русским. И когда я делала такие карточки, когда вот, ну, можно фоткаться, да, там на фоне у нас там был плакат с этими, с разными достопримечательностями, и я делала такие палочки с надписями, то есть я делала и на русском, и на испанском, а сзади был перевод, то есть ты мог сфоткаться вообще с любой надписью, это было прикольно, испанцам тоже, им, другой язык, это же вообще классно. И еще хочу добавить, что, наверное, кому больше всего, наверное, понравился этот праздник, это детям. Они просто были рады огромному количеству аксессуаров на свадьбе, то есть такого обычно нет, у нас там перед столом стояло разные, и глобусы, там вертолеты, машинки, не знаю, буквы, все стулья были украшены цветами, и они все это понасобирали, потом приносили домой, там и просто нам потом уже родители показывали, то, что вот мой улов за эту свадьбу. Ну, было весело, и я рада, что всем понравилось. Мы даже когда на следующий день уже приходили в это кафе, общались с официантами, они говорят, что мы никогда такую свадьбу вообще в жизни не видели. Говорят, я бы себе тоже такую хотела. То есть, хотя я не знаю, на самом деле, если бы было какое-то агентство, допустим, русское, пользовалось ли это популярностью у испанцев. Они к этому все-таки, я считаю, непривычные. Да, им понравилось, там кто-то так сделал, но они все-таки они не знают, что это такое традиционно. Вряд ли бы они пошли искать какого-то ведущего или, ну, то есть даже вообще об этом задумывались. Чаще бывает только если на каких-то смешанных свадьбах, когда смешение культур, а когда чисто испанцы, такого, ну, там по-другому все. Там в основном из такого, что делать чаще всего, ну, кроме танцев, какой-то обычно фотоколлаж, какая-нибудь бывает такая стена, где там все фоткаются, разный фотоколлаж, там коктейли, ну, такого, что прям какие-то конкурсы или что-то, какая-то общая еще тусовка, вот такая, нет, не видела. Там бывает иногда кто-то готовит там какие-нибудь видео. У нас на нашей свадьбе тоже было там с видео, с фотками.
Прикольно. А теперь хочу рассказать о том, сколько дарят на испанских свадьбах, как обычно принято по этикету. Если это обычный гость, ну, не супер близкий, то есть ни мама, ни папа, ни близкий друг, то обычно считается, что ты должен окупить стоимость своего похода в кафе. То есть вот сколько за еду, да, то есть вот ты съел там в кафе, да, сколько обычно стоит именно такой праздничный ужин, обед. И плюс, может, небольшая такая надбавка за, все-таки же декорации, что же жених с невестой тратились. То есть приблизительно так, то есть фактически как будто ты оплачиваешь, то есть свой поход в ресторан. И родственники, конечно, и друзья, они там уже дарят намного большие суммы, то есть это зависит уже от семьи, у кого какие средства и так далее. И сейчас цены вообще на кафе очень сильно возросли. Даже в Пуэбло, то есть если мы вот делали в Пуэбло Кандид, это просто очень классное кафе, реально, которое рекомендую. И на тот момент, еще в 2019 году, стоило на одного гостя, вот, ну, вот все полностью, именно еда, в порядка 50 евро. Гости могли нам заплатить 50 евро, то есть нам все по-разному. А есть сейчас, вот то, что вот мы были на свадьбе буквально в сентябре, и это тоже было не в Малаге, это было в небольшом городе, там большое, конечно, такое помещение, именно прям специально для торжеств, но там сейчас уже цены начинались от 80 евро. И даже в другом, то есть мы тоже у подруги спрашивали, там тоже, они говорят, тоже там в провинции Сибири, от 90 евро, то есть цены очень сильно возросли. Если раньше такие цены где-то от 100 евро, 110, это было нормально для Малаги, сейчас в Малаге я уже даже не знаю, какие цены, если в Пуэбло уже 80-90, то есть я не знаю реально. И то есть это с одного человека, плюс еще если то есть чтобы пойти с семьей на свадьбу, к примеру, если вас только двое, то там 200 евро, а если с детьми, то вообще еще больше, то есть 400 евро просто вот так отдаешь. То есть все, когда так смеются, кого-то приглашают на свадьбу, там, идем тратить деньги, ну как-то так получается. То есть в России, ну сколько, в принципе, у нас нет такого сильного правила, что вот такая-то сумма, да, гарантируется. Хотя есть испанцы, не могу сказать за всех, но бывают такие испанцы, или, как сказать, скряги. Некоторые даже были случаи, мне рассказывали, что сдавали пустой конверт на свадьбе. Ну, это очень, конечно, некрасиво, то есть вообще реально пустой конверт. И на нашу свадьбу мы тоже приглашали одну семью, и мне муж рассказывал то, что именно эта семья, она тоже такая, как сказать, не очень любит дарить что-то или вообще тратить деньги. И получилось, что они просто не смогли приехать, но это даже к нам лучшему, просто мы бы реально на них больше потратили. Они нам подарили, по-моему, потом, когда, то есть они не пришли, они подарили нам какую-то рамку, и все. То есть вот так вот. Так что не все, бывают и такие исключения. Но мне кажется, это вообще в любой нации есть везде плохие и хорошие люди, это не важно. Бывают такие случаи. Если вы были на испанской свадьбе, или вы, может быть, на испано-русской, или вообще такой на каких-то смешанных, да, стран, испанцев с кем-то, напишите тоже свои истории, мне очень интересно, как у вас все прошло, может, что вам понравилось, что не понравилось, чем запомнилось, что удивило. Будет интересно почитать. Что еще хочу добавить, что фотоальбом свадебный я тоже делала сама. Почему? Потому что когда я увидела примеры альбомов у фотографа, были просто, ну, в хорошей обложке и просто налеплены фото. Ну, как бы ничего такого, то есть я не хотела такой дизайн. Если кто знает, наверное, пользовались в России NetPrint сайтом, я его просто обожаю, все время там очень много делала различных фотоальбомов сама, и свадебный также сделала для нас и для родителей, то есть там два разных дизайна. Во-первых, это обошлось очень дешево, если сравнить с Испанией, да, не знаю, мне кажется, раза в 3 дешевле, если, может, не в 4. Цены просто несоизмеримы, тут все, что касается фотографий, распечатать, сделать какой-то альбом, стоит дорого. И плюс мне просто дизайн не понравился, даже не из-за цены было дело. Так получилось, что мы в любом случае ехали потом в Россию, поэтому я прекрасно забрала эти альбомы, и все получилось. Друзья, надеюсь, вам понравился мой рассказ об испано-русской свадьбе. Если так, то ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии, не забывайте. И до встречи в следующем видео. Адиос, пока! Reasons why I found my soul.